Валар Моргулис, друзья. Четвертая серия седьмого сезона Игры Престолов была действительно шикарной. Не зря же она побила рекорд по просмотрам. Многие согласятся, что битва, которая произошла между силами Ланнистеров и дотракийцами во главе с Дейенерис верхом на Дрогане, была чуть ли не лучшей в сериале. Но четвертый эпизод хорош не только из-за этой битвы. В нем было множество отсылок и пасхалок, о которых человек и расскажет в этом видео. Друзья, если вам будет интересно видеть у себя в ленте инстаграма фото и арты на тематику Игры Престолов, подписывайтесь на страничку канала в инстаграме. Во время разговора с Давосом Джон спрашивает его, сколько у них бойцов. 10 тысяч, менее. И Давос его поправляет. Меньше. Сколько у нас бойцов на севере? 10 тысяч, мельче? Меньше. Что? Это отсылка к прошлым сезонам, когда Давоса также поправлял Станис. Во втором сезоне в четвертой серии. Твои костяшки приносят удачу? Да, с тех пор, как вы их отрубили, ваша милость. Зато ногтей поменьше, чтобы чистить. Меньше. Простите? На 4 ногтя меньше чистить. И в пятой серии пятого сезона. Иначе мужчины, женщины и дети будут гибнуть тысячами. И пускай. У нас и без них забот по горло. Нам же меньше врагов будет. У нас. Что? Ничего. Давос неграмотен. Он родился в блошином конце и не умел ни читать, ни писать. Таким образом, нам в прошлых сезонах на это намекали, когда Станис поправлял его и говорил, где правильнее употреблять слово «меньше», а где «менее». Сейчас же нам показали, что Давос не забыл уроки своего старого друга. Серсея в разговоре с Тихоне Сторисом упоминает золотых мечей, с помощью которых она хочет усилить армию. Мне надо расширять армию и флот. Мой десница, Квиберн, рассматривает золотых мечей в Эссексе. Золотые мечи – большой наемный отряд, действующий на территории вольных городов. Он состоит в основном из эмигрантов из Вестероса и потомков эмигрантов. В его рядах много рыцарей и бывших лордов, питающих надежды на возвращение домой. Был основан около 200 года после завоевания Эйгона Эйгаром Риверсом, одним из великих бастардов короля Эйгона IV Недостойного. Эйгар Риверс поддержал притязание на трон Деймона Блэкфайра, и когда восстание Блэкфайра было подавлено, он бежал на Эссос и основал там свой отряд наемников. В книгах «Золотые мечи» играют немаловажную роль, и хотя их линия в сериале отсутствует, было приятно услышать хоть какое-то упоминание о них. Сражение, показанное в четвертой серии, кроме того, что оно получилось очень эффектным и зрелищным, оно также является и своеобразной параллелью и отсылкой к другому историческому событию, так называемой битве на Пламенном поле. Битва на Пламенном поле – это крупнейшая битва в ходе завоевания Вестероса Эйгоном Завоевателем. Короли Простора и Западных земель, Мерн IX Гарднер и Лорен Ланнистер соединили свои армии, чтобы противостоять Эйгону Таргариену. Это была единственная битва за всю войну, когда Таргариены использовали одновременно всех троих своих драконов. Воины сошлись на широких просторах раздолья, посреди золотых полей пшеницы, созревшей для жатвы. Два короля повели свое войско вперед, и армия Таргариена дрогнула, рассыпалась и побежала. На несколько мгновений, писали хроникеры, завоевание закончилось. Но только на несколько мгновений, потому что Эйгон Таргариен и его сестры вступили в сражение. Один только раз в Хагар, Мираксос и Балерион были выпущены одновременно, и певцы назвали поле битвы Пламенным полем. Войска Запада и Простора были разгромлены, король Мерн и его сыновья погибли в бою, а последний член дома Гарднеров умер через 3 дня от ожогов. Таким образом, династия королей Простора прервалась. Лорен Ланнистер на коне прорвался сквозь стену огня и бежал с поля боя. Но на следующий день был пойман и преклонил колено перед Эйгоном. В четвертой серии седьмого сезона Игры Престолов мы видели похожую ситуацию. Армии западных земель и Простора снова объединились, чтобы противостоять драконьим владыкам. Но, как и у их предков, у них ничего не получилось. Сражение Ланнистеров с дотракийцами можно считать отсылкой к словам Роберта Баратиона. В пятой серии первого сезона в разговоре с Серсеей он сказал такие слова. Допустим, Визерис Таргариен приведет сюда 40 тысяч дотракийских дикарей. Мы укроемся в замках, что разумно. Только дурак будет биться с Ордой в чистом поле. В итоге, как мы можем увидеть, Роберт оказался прав. Когда Ария вернулась домой в Винтерфелл и сказала страже, что она Ария Старк, ей не поверили и не пропустили вовнутрь, так же, как и в пятой серии первого сезона, когда она заблудилась в Королевской гавани и случайно оказалась за стенами города. Куда собралась? Сюда. Я здесь живу. Катись в пекло. Я Ария Старк. Это мой дом.
Иди отсюда, попрошайка. Я не попрошайка, я здесь живу. Хочешь по уху, чтобы лучше слышать? И я не мальчик. Я Ария Старк из Винтерфелла. И если вы меня тронете, отец насадит ваши головы на пике. После того, как Арию все-таки пустили в замок, на фоне можно было услышать саундтрек Рамина Джавади «Winter is coming», что в переводе означает «зима близко». Арию, как жителя Севера и одну из Старков, можно ассоциировать с зимой, и данный саундтрек символично говорит нам о том, что Ария близко, она у своей цели. Ария, как и хотела ранее, вернулась домой в Винтерфелл. В этой серии в линии Арии было очень много символизма и отсылок. Их с Бриенной схватка еще одно тому подтверждение. В 4-й серии 5-го сезона, когда Ария отрабатывала свой стиль фехтования, которому ее научил Сирио Форель, ее прервал пес, и в грубой форме высмеял и показал, что стиль водяных плясунов Бравоса не сможет противостоять против облаченного в доспехи рыцаря. Ну ладно, у тебя есть меч. Покажи, чему он тебя научил. Постарайся ради твоего дружка. Мертвого, как и все твои близкие. Твой друг мертв, а Мерин Трант нет, потому что у него были доспехи и здоровенный меч. Теперь же Ария доказала обратное. Именно поэтому она захотела сразиться с Бриенной, так как она победила пса и должна превосходить его по умениям. Когда Бриенна спросила Арию, кто научил ее так сражаться, она ответила никто. Она сказала правду, хотя Бриенна этого и не поняла. Кто научил вас так драться? Никто. Безликие утверждают, что они никто. Ария была обучена как раз таки безликими. В пещере на драконьем камне мы увидели уже знакомые нам символы. Ранее мы их видели, либо выложены из трупов, как в 1-й серии 1-го сезона и 3-й серии 3-го сезона, либо из камня, когда трехглазый ворон показывал Брану, как появился Король Ночи, и когда Король Ночи превращал младенца в одного из иных. В конце разговора Брана и Петира Бейлиша, когда Мизинец говорил Брану, что тот вернулся домой, а здесь происходит такой хаос, Бран ему ответил: «Хаос – это лестница». Данная фраза принадлежит самому Мизинцу, вот почему он так удивился. В 6-й серии 3-го сезона в диалоге с Варисом Петир Бейлиш сказал тому, что хаос – это не провал, хаос – это лестница. Но что у нас останется, если отринуть эту ложь? Хаос. Зияющий провал, желающий поглотить нас всех. Хаос – это не провал. Хаос – это лестница. Еще раз был обыгран рекаст актера, исполняющего роль Дикона Тарли. Джейме как бы снова не запомнил его имя, и он еще раз представляется. Таким образом, мы вместе с Джейме привыкаем к новому образу персонажа. В пещере на драконьем камне Джон рассказал Дайнерис о том, что давным-давно дети леса и первые люди вместе сражались против белых ходоков. Это часть истории о долгой ночи, периоду в истории человечества, когда по преданиям длилась многолетняя ночь и зима. Именно в те времена было нашествие иных, и в конце концов для защиты от них была построена стена. Подробнее о тех временах можно узнать из видео по ссылке в описании. В пещере на драконьем камне, когда Дайнерис требует от Джона, чтобы тот преклонил колено, она говорит ему, что из-за его гордости погибнут 1000 человек. Аналогичную речь произносил и сам Джон, когда в 1-й серии 5-го сезона просил Манса, чтобы тот преклонил колено перед Станисом. Разве их жизнь не важнее вашей гордости? Вы объединили их, чтобы спасти. Ведь никто из них не пережил бы зиму, находясь за стеной. Разве их выживание не важнее вашей гордости? Гордости. И последняя отсылка относится к игре Ведьмак 3. Возможно, те, кто играли в нее, помнят такого командира Нильфгардского гарнизона в Белом саду, как Петерса Рогвинлеве. Он при первой встрече с главным героем, ведьмаком Геральтом, разговаривал с крестьянином о том, чтобы он предоставил армии зерно. А в итоге, когда крестьянин привез зерно с плесенью, наказал того ударами плетью. Так вот, Брон очень похож на Петерса Рогвинлеве, и в 4-й серии авторы это обыграли. Когда лорд Тарли доложил Джайме о том, что крестьяне собирают для них зерно, Джайме сказал Брону, чтобы тот составил компанию Тарли и ускорил сбор урожая. На что Брон возразил, что не умеет собирать зерно, а Джайме уточнил, что считает, что у него просто талант убеждать упрямых крестьян отдавать их урожай, прям как у Петерса Рогвинлеве в Ведьмаке. Сэр Брон,
Составьте компанию Тарли и ускорьте наши сборы. Не умею убирать зерно. Нет, но убеждать упрямых крестьян отдать их урожай... Держу пари, у вас просто талант. Вот такие я нашел отсылки в 4-й серии. Если вы заметили что-то еще, буду рад прочитать об этом в комментариях. А если видео вам показалось интересным, не забудьте поставить большой палец вверх и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Также, если вдруг вы хотите купить себе футболки с принтом с Игры Престолов, по ссылке в описании можно найти их огромный выбор, или же в конструкторе сделать свой. Буду рад вас видеть в группе канала во ВКонтакте и на страничке в Инстаграм. Спасибо за просмотр, всем пока!